Доброго времени бытия. Здорово, заебал. Хочу порекомендовать вам канал начинающего блогера PowerPass. Он делает короткие, но познавательные ролики по игре. Обязательно подпишитесь на него, ссылка будет в описании. А мы начинаем. И наконец разработчики выкатили нормальную рабочую версию для игры на ПК. Она не лагает, удобна в использовании, да и графика здесь немного лучше, чем на мобильных устройствах. Всем, кто еще не попробовал, обязательно рекомендую. Наконец, я смог осуществить свою цель по переходу на другой сервер. Этим сервером оказался 17-й. Огромное вам спасибо за приглашение на ваши сервера, но мой выбор пал именно на этот. Я попал в практически полностью русскоговорящий альянс с очень активными игроками и остался этому очень доволен. Ну а теперь перейдем к теме видео. На повестке дня у нас снова работа VIP-поддержки, а также небольшое обновление, которое ожидает нас в будущем. Большая часть игроков столкнулась с проблемой после межсерверного события Москва, после окончания которого некоторым игрокам пришло две награды: элитная и обычная за участие. При этом, ввиду своей ошибки, разработчики решили списать лишние компоненты за участие. Как видно на скриншоте, у игроков, которые имели задолженность по улучшенным деталям, даже если вы будете их покупать за реальные деньги, а именно $100, по сути вы потратите эти деньги впустую, потому что эти детали спишутся. На одном из скриншотов вы вообще увидите, что разработчики даже не вписывают улучшенные детали в события контршпиона, якобы их там вообще не должно быть. Отсюда возникает вопрос, почему же мы их получаем? Не понял, сэр. И за все эти поступки я могу лишь дать разработчикам данного Оскара. По моему мнению, это полное неуважение с их стороны, как к обычным игрокам, так и к донатерам. А теперь перейдем к ближайшим нововведениям. Нас ожидает событие «Схватка за вершину». Суть события заключается в том, что альянсы будут набирать определенное количество очков, и лучшие 8 альянсов со всей игры будут участвовать в финале, где будут уникальные награды. Вероятнее всего добавят новый магазин, созданные специально для этого события, и дадут возможность поставить на победу одного из этих 8 альянсов. А валютой будет в этом магазине как раз очки, полученные со ставок. Также введут нового офицера-погонщицу, получить которого можно, улучшив любого офицера гарнизона мучеников до 50 уровня. Основным ее навыком является нанесение противника урона с коэффициентом 1500, если офицер находится в танковом или вертолетном подразделении, а урон, получаемый им от обычных атак, снизится на 20%. Защитный пассивный навык повышает очки здоровья танков и вертолетов подразделения на 20%, а их сопротивление урону на 10%. Первый особый пассивный навык увеличивает скорость танков и вертолетов под командованием офицера на 10%, а также снижает скорость их подготовки на 10%. Второй особый пассивный навык дает нам возможность с вероятностью 75% снизить урон от навыков офицеров на 40% и запускается каждые 4 секунды. А при пробуждении повышает сопротивление урона у танков и вертолетов на 15%. При вступлении в бой подразделение офицера получает щит с коэффициентом 500 на 4 секунды. Плюсом к этому держите вон таблицу с навыками офицеров для более быстрого назначения. На этом у меня все. Спасибо всем тем, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на канал и Boosty, ставьте лайки и не забывайте прожимать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А с вами был я. До новых встреч.